Я, если честно, немножко в шоке пребываю от того, что сейчас услышал. Одна девушка приехала, вторую девушку застрелили у выхода на клубе. Застрелили, я думаю, охренеть. Классно поснимали. И я уже там расплатился с оператором, с помощником, с монтажером. Все, проект закрыт. Но потом эти деньги просто изнялись с платформы. 90% моего трафика идет через Инстаграм сейчас. Как бы ты посоветовал двигаться тем людям, которые знают, чем их хотят заниматься? Предположим, это фотосъемка, видеосъемка, я не знаю, дизайнеры какие-то. Ну, то есть люди изначально творческой профессии. Никто ни разу не спросил, либо какие у меня документы, либо есть ли у меня разрешение, либо есть ли у меня LLC. Поэтому лучше им не переходить дорогу, они могут тебе угрожать. Я такого количества оружия вообще в жизни не видел. И все эти лазеры были на моей груди. Вот я снимал так с камеры, думаю, ёб твою мать, куда я попал? Сейчас люди смотрят, пожалуй, на количество твоих подписчиков, нежели на качество продукта. А подписчики сейчас это просто, по сути, валюта. Хотя, опять же, думаю, мне сейчас 30 лет, думаю, ух, там, все самое лучшее сзади. Хотя нет, самое лучшее все впереди. Сейчас лимит доверия к блогеру, да, либо человеку с массой, он больше, чем у какого-то политика может быть. Если у тебя есть внимание людей, у тебя есть все. Одного клиента меня просто посадили в тюрьму, а, на половине депозита. Мы сняли съемку, депозит был отправлен, вторая часть нет, и он попал в тюрьму. И он мне уже говорит, бро, мне нужны деньги, давай ты мне просто обратно все отошлешь, музыкальное видео. Такой, ну, к сожалению, так не работает. Скорее всего, тебе выхода. Ты только что упомянул момент с тем, что были неприятные моменты. Насколько часто это вообще происходит? Есть ли какие-то истории, которые происходили с тобой? Как ты говоришь, там угрожали, либо не платили и так далее. И сразу вопрос, как максимально подойти к процессу для того, чтобы максимально комфортно и максимально безопасно сотрудничать с клиентами? В бизнесе вообще существует, по сути, два направления. Ты либо делаешь услугу, либо делаешь какой-то продукт. И одно дело, когда человек, либо компания производит автомобиль, и ты можешь подойти и сказать, здесь вот царапина на бампере, там слезла краска где-то, да, на капоте, и ты снижаешь цену, либо берешь другой автомобиль, потому что это физический объект, довольно просто понять. Что касается видеопроизводства, существует творческий момент. И я пока не понимаю, как можно судить творчество по каким-то параметрам. Если это технические проблемы, которые четко можно прописать, там плохая экспозиция, камера шатается, либо, там, не знаю, оператор был пьяный, снимал из-под кустов, да, как бы это окей, можно понять. Но все, что бывает такого, как бы мне просто не нравится, когда клиент говорит, вот это вызывает сомнения, потому что бывают, конечно, ситуации конфликтные, которые нужно решать. И я всегда на стороне такой, что нужно разговаривать с клиентом, потому что, ну, это индустрия, тут все друг друга знают, не хочется, знаешь, никого дать, не хочется ничего такого делать плохого, потому что это все запоминается, даже если не всегда как-то это оседает, может быть, внутри. Но, тем не менее, бывают такие люди, которые вообще ни в какую не идут, допустим, на встречу с тобой. Если из таких каких-то примеров, я бы не стал работать с какими-то сомнительными проектами, либо с сомнительными историями, когда человек не хочет работать по депозиту. У меня уже столько таких историй было, когда как бы все, там, все, бро, там, подъезжай, сейчас будем снимать видео, точно, уже все заряжены, вот трек, туда-сюда, и я уже там подъезжал к этому отелю, допустим, где планировалась там съемка в лобби или где-то еще в номере, все, человек просто пропадал, хотя я уже внизу был. Тратишь время на дорогу, тратишь время на бензин, какую-то энергию, ожидания. И что людьми двигают, это, понятное дело, деньги. Если ты голодный, если ты хочешь снимать, ты приедешь без депозита. Но в какой-то момент я просто понял, что есть какая-то планка, и ей нужно соответствовать. Ниже нее ни в коем случае нельзя делать. Вот, поэтому, когда возникают сомнительные какие-то клиенты, а когда конфликтный человек появляется, ну, это просто опыт. Потому что бывает такое, что и деньги отзывают, да, какие-то крупные суммы денег. У меня тоже была такая история, что вроде нормальный клиент, но работают через какие-то странные платформы платежей. То есть не напрямую, там, PayPal, Zelle, без инвойса, допустим. При этом вроде скинул деньги, они появились в каком-то облаке через какой-то сайт, и я уже там расплатился с оператором, с помощником, с монтажером. Все, проект закрыт, по идее, я отправил видео, человек его выложил. Но потом эти деньги просто изнялись с платформы, потому что данные не соответствовали карточке, чужой ID. Ну, в общем, какая-то такая скам-система, да, Мгм. обычная, на которую я попался. Это вот что касается потери денег. Очень неприятно. Либо когда, допустим, тоже забавная история. Одного клиента меня просто посадили в тюрьму.
на половине депозита. Мы сняли съемку, депозит был отправлен, вторая часть нет, и он попал в тюрьму. И он мне уже говорит: бро, мне нужны деньги, давай ты мне просто обратно все отошлешь, музыкальное видео не... Такой, ну, к сожалению, так не работает. Скорее всего, тебе выхода. Либо, например, тоже история такая странная. Мы собирались снимать клип в Майами, я ждал 2 артистов. Одна девушка приехала, вторую девушку застрелили у выхода на клубе. То есть там конфликт вооруженный, ее просто застрелили. Реально. Я понимаю, ты смеешься, потому что это как бы такой черный юморок. Я тогда подумал, ну, блин, значит, не снимаем. А история-то грустная, да, ей было там 16 лет, девочка молодая, просто застрелили, я думаю, охренеть. Классно поснимали, вот, и я подумал, что я тут делаю в этой индустрии. Слушай, вот слушая тебя, я понимаю, насколько эта профессия, она сопряжена с определенным родом риска. Особенно если ты снимаешь подобного рода материал, контент. Да, это как столкновение интересов. Бывали съемки вот в Майами, мы снимали в обществе гаитян. Такие они сплоченный народ, жители, которые в Майами. И клип был, где, ну, такие, типа, гангстеры прям налетели. Я такого количества оружия вообще в жизни не видел. И все эти лазеры были на моей груди. Вот я снимал так с камеры, думаю, ёб твою мать, куда я попал? И у меня друг стоял, там, да, ассистент, который был. Мы просто, 2 русскоязычных, просто выпали. Хотя у меня и у него был опыт съемок. Ну, как-то так было странновато. Там были собаки, крутые тачки, трава, понятное дело. И прям, ну, ганшоты такие здоровые, автоматы какие-то, дробовики, я не знаю. Ну, то есть они прям живут, такую жизнь продают. Ну, как Лиза, кстати, продает и запрещенку, и оружие, и это их и бюджет на съемки музыкальных видео, они, как часто бывает, под чем-то, под веществами. Либо они там, могут стричь людей, либо работать на обычной профессии, но большинство клиентов, мне кажется, что-то, если мы говорим о музыкальных видео, они что-то имеют, да, с этим. Поэтому лучше им не переходить дорогу, они могут тебе угрожать и лоерам, и так далее. Поэтому нужно инфо сделать, либо какой-то контракт, и вряд ли кто-то будет подаваться на лоеры, судиться там за пару тысяч долларов, да, потому что, ну, лоер дороже стоит. Поэтому, если конфликтная ситуация есть, нужно ее решать максимально просто, сухо, не эмоционально. Потому что я, например, думаю, эта жизнь продолжается, это клиент только вот как бы 1/10 моего времени занимает. Поэтому зачем мне нужно с конфликтным человеком общаться, если он не понимает, да, каких-то там слов или причин, следствий. Я лучше эту энергию потрачу на саморазвитие, на поиск нового клиента. Вот. Может быть, если клиент меня потенциально смотрит, это звучит странновато, но я имею в виду вот именно тех людей, которые прям ни в какую не договариваются ни о чем. И прям сфокусированно, да, вот бьют в одно и то же, еще угрожая попутно или ну, как-то ведя себя таким образом неадекватно. Ну, я думаю, здесь никакой двусмысленной трактовки и нету, потому как, судя по, ну, по течению разговора, понятно, что ты имел в виду. Поэтому все нормально. А вот касаемо... Я, если честно, немножко в шоке пребываю от того, что сейчас услышал, потому как я не ожидал, что именно так оно происходит иногда моментами. Конечно, в моем профессиональном пути тоже, конечно, бывали случаи, когда клиент был чем-то недоволен, но чтобы это выходило на такой уровень, это прям запредельное для моего сознания на данном этапе. Спасибо, что делишься всеми этими подробностями, Арсений. Но мне нравится то, как ты к этому относишься, знаешь, так немножко стоически, по-философски. Это что повлияло на тебя, что ты так... Какие-то труды, какое-то течение, ну, то есть ты сейчас активно занялся вопросами мышления, у тебя англоязычный канал по поводу заработка, и ты часто эти темы освещаешь. Как ты к этому вообще пришел? Расскажи, пожалуйста. Да, интересный вопрос насчет стойков вообще в целом. Это действительно, пожалуй, ну, то, что мною движет, потому что мною был заложен какой-то определенный фундамент, там, в 18, там, в 20 лет, когда я начал читать ну, много там, разной психологии, философии, там, немецкой в основном, но в том числе вот и стойки мне нравились. Я просто как-то к жизни отношусь как к какому-то отрезку определенному, да, есть
там, видеть там 70-80 лет, и я занимаю данный период жизни именно сейчас, не до, не после, именно сейчас. И поэтому даже если существует рай или не существует, я чувствую, что я, как говорил Марк Аврелий, я душонка на себе труп таскающая. По сути, я вот сущность, которая имеет человеческий опыт, если так отдаленно. И поэтому почему бы не прожить эту жизнь максимально интересно, как человека. Поэтому не нужно какие-то этапы, там, сложности, да, воспринимать слишком близко. Мгм. Знаешь, долгое время я впадал либо в слишком сильную депрессию, либо в слишком сильную радость. Я понял, что мне проще идти, когда вот я, так знаешь, типа на какой-то волне. Не слишком радостно, не слишком грустно, оно просто как бы есть. Безусловно, у меня бывают моменты какого-то кризиса, там, экзистенциального, когда я ищу поиски какие-то, когда я не вижу вообще ничего, когда я просто чувствую пустоту. Я закрываюсь, могу неделю не отвечать никому, но это просто такое время восполнения энергии. Нужно просто вот что-то там, знаешь, перебрать, да, как бы немного пересобрать механизм. А в остальном же нужно стараться всегда двигаться вперед. И вопрос мышления для меня стал определяющим, потому что ну, это мне позволило на протяжении моей жизни, вот мне сейчас 30 лет исполнилось, я, по сути, работал именно на кого-то, то есть в найме, несколько раз, когда я там работал в спортмастере, потому что мне нужно было деньги накопить на поездку на море с девушкой тогда. Работал как актер, да, вот там по отцовскому древу, так сказать. Но это такой тоже, я бы не сказал, как обычный наемный труд, что ли, такой необычный, как фриланс, больше. И работал там просто фотокорреспондентом в газете, там, где проходил практику от института, то есть это тоже такой момент. А в остальное все время я работал, получается, либо на себя, либо с клиентами разными. И получается, что когда человек выходит из этого цикла, работы 5 на с гораздо больше времени, чтобы заниматься саморазвитием, заниматься хобби, какими-то любыми вещами, которые делают его более счастливым, либо еще более богатым. И то время, которое я освобождал, я его тратил на какое-то обучение, вместо того, чтобы, допустим, работать 5 на 2. Потому что я знаю, когда в Америку приехал, и вот эта вот рутина началась, знаешь, вот эти вот сложные периоды, когда деньги быстро заканчиваются, нужно как-то поднимать. Это вопрос каждого человека, который сюда приезжает. У меня, кстати, на YouTube такой вопрос задал, как там влияет вопрос капитала и мышления. И действительно люди, которые выигрывают, допустим, в лотерею большие крупные суммы денег, либо которым передается по наследству, они эти деньги просто, знаешь, тратят, потому что у них нет финансовой грамотности, да, как-то финансового образования элементарного, что с этим делать. И мышление определяет успех совершенно точно. В чем разница между богатым и бедным человеком? Они просто мыслят по-разному. Они видят мир под другим углом. И я бы сказал, что нужно бесконечно обучаться, да, бесконечно как бы, стремиться к саморазвитию, потому что это самое главное. Мозг, он довольно пластичен. Я, например, чувствую, что сейчас мне очень сильно не хватает какой-то информации, и я должен накопить. Знаешь, ты накапливаешь информацию, отдаешь, накапливаешь, отдаешь. Мгм. Вот. А в Америке, я думаю, ты это понимаешь, знаешь, ты тоже переехал сюда, там, да, хоть и с февраля, допустим, но все равно ты понимаешь, как здесь процессы по-другому, и у тебя начинается новый период в твоей жизни. Это сложно понять тем, кто, допустим, нас будет смотреть из наших стран, потому что я уехал от родителей, когда мне было 25, вот, и я никогда не был, типа, взрослым. Я там родительским хлебом питался, знаешь, спал дома в комнате. Вот. Кто-то взрослеет раньше, кто-то позже. Ну, мне нужно было вот отделиться. Я знал точно, что надо что-то попробовать новое. Я уже тогда попутешествовал по Азии 3 месяца, таким автостопом, самостоятельно жил. Был просто такой супер экспириенс для меня, где я повзрослел. Ну, вот, и в Америке это все продолжается. Вот, поэтому, да, вопрос мышления – это супер важно, я бы сказал. Здесь я с тобой полностью солидарен. Все как в «Тысячеликом герое». Нужно выйти из дома для того, чтобы выйти на существенно другой уровень. И ты сейчас поднял вопрос, что вот я с февраля, и я, возможно, заметил, ты поверить не можешь, насколько это действительно так. Я совсем недавно тоже задумался о разных периодах своей жизни, да, чтобы сейчас сильно хронометраж не затягивать. Если кратко, то как бы я закончил школу, уехал с Украины, переехал в Россию, там началась учеба. Ну, как бы зона ответственности, она достаточно узкая. После того перешел в найм,
Это была не самая лучшая работа и так далее. Потом открылся уже свой бизнес, это тоже как бы круг расширился. И переехав сюда, начав работать опять снова, можно сказать, я немножко опустился, потому как это деятельность в найм, как ни крути. Я здесь начал ощущать и начал видеть вот эти перспективы, насколько важно заниматься именно тем, если у тебя есть какой-то навык, если у тебя есть к этому какое-то э, предрасположенность какая-то, насколько важно заниматься именно тем, что приносит тебе удовольствие, а не заниматься другой деятельностью, вне зависимости от того, приносит она тебе деньги, как ты ранее в начале интервью обозначил. Душевный покой, он намного важнее. Абсолютно согласен. Это супер правильные слова, которые, знаешь, обрели особую ценность именно после переезда. В Америке все именно таким образом устроено, что каждый человек, если он занимается своим делом, он может на этом заработать. Я постоянно шучу, вы можете даже кутикулу с ногтей срезать, на eBay продать, там найдутся фанаты. Кто-то продает фотографии своих пяточек на OnlyFans, да. То есть, ну, как бы, это абсурд, конечно, в каком-то смысле, но действительно здесь, ну, даже по моему примеру, с тем же набором оборудования и навыков я начал зарабатывать деньги на своем деле, просто потому что я это любил. И это важно понять и сделать, независимо от того, где живет человек. То есть даже когда я был в России, я все равно же занимался своим делом. Да, возможно, это не приносило таких там, не знаю, результатов, если так можно сказать, и потому что я там занимался свадебной съемкой, корпоративами, ну и творческие проекты у меня были, я наслаждался на них, да, я, то есть в том формате, который был возможен, я там отрывался тоже. Не бывает такого, что все тупо по шаблону, даже те свадьбы, где обычно все более-менее предсказуемо, все равно есть элемент творчества, это важно. Плюс, если, опять же, рассматривать свою жизнь как проект, нужно из каждого момента, на мой взгляд, какой-то опыт, либо какую-то выгоду. Это может звучать довольно меркантильно, я понимаю, для многих людей постоянно думать об выгоде, но, на мой взгляд, это единственная правильная стратегия, потому что ты либо растешь, либо ты стагнируешь. И если даже, ну, знаешь, вот, кстати, мне что очень помогало, да, если даже какие-то моменты были, которые мне очень сильно не нравились в данный момент, я говорю о работе, о каких-то таких процессах, я все время думал наперед, я как бы из будущего на себя смотрел, и будущий я, как бы он помогал там. Ты сейчас делаешь это ради этого, да, у тебя вот такое-то, такое-то, такое-то. Да, там получишь опыт, получишь знания, попрактикуешь английский, допустим, если мы про Америку. И это мне очень сильно помогало. Ну вот, поэтому, да, важно относиться ко всему как к какому-то подходу и вырабатывать свою систему. И когда кто-то занимается своим делом, ну, это действительно, как ты сказал, важно, чтобы это шло от души. Потому что если ты будешь делать что-то, что не приносит счастья, но приносит деньги, рано или поздно просто выгоришь. Вот, так может сначала попытаться сделать из хобби частичную монетизацию, как-то начать на этом зарабатывать деньги, и потом уже полностью раскрыть за вот такую часть. Мгм. Да, вот я как раз тебя хотел спросить, вот, понятно, что универсальных советов не бывает, но как бы ты посоветовал двигаться тем людям, которые знают, чем их хотят заниматься? Предположим, это фотосъемка, видеосъемка, я не знаю, дизайнеры какие-то. Ну, то есть люди изначально творческой профессии. Вот они приезжают в Америку, и как им лучше поступить? Сразу стараться влиться максимально в эту движуху или все равно шаг за шагом потихоньку, как это, собственно, было у тебя, как я понял из разговора, вливаться в этот творческий процесс? Вот со стороны своего опыта ты видел уже много людей. Расскажи, пожалуйста. Супер интересный вопрос, потому что, опять же, он, как и все, наверное, в жизни, предполагает несколько вариантов. Вы можете начать и двигаться по корпоративному миру американской жизни, либо по индивидуальному миру. Я предпочел индивидуальный, Мгм. поскольку можно попасть на площадку, начать подносить людям кофе, делать бэкстейдж, с кем-то иметь контакты. Рано или поздно ты становишься помощником режиссера, там, режиссером и так далее, да. Но какой то путь неизвестно, потому что в Америке на каждой позиции есть свой индивидуальный специалист. Кого-то вытеснить сложно, это какая-то совокупность случайных факторов. Плюс, если человек не знает английского, ему будет очень сложно Мгм. даже какие-то простые вещи понимать, да. Я всегда старался не делать то, что делает основная часть людей, потому что мне просто не хотелось. Я считал, что я могу сократить этот путь, либо сделать его более интересным.
И я бы предпочел бы делать упор на самом деле. То есть если говорить конкретику, то это, конечно же, прокачивать свои навыки в общении с людьми, Мгм. это навыки английского языка, и понимать ну, вообще, что ты хочешь здесь делать. И если творческий человек приезжает сюда, ему сложно будет первое время, потому что любой творческий человек, он немного избалован, он, возможно, будет ждать у моря волны, будет ждать, пока будет хорошая погода, и только тогда начать действовать. А здесь же нужна дисциплина, четко от и до. И лучше постоянно, систематически выполнять маленькое действие, чем один раз очень сильно обосраться и выполнить его в течение одного дня. Это не работает так. Мгм. Сейчас, когда есть интернет, когда мы постим количество вот этих сторис, постов, это все вот так вот мелькает. И если ты не начинаешь ничего постить, то, ну, скорее всего, просто интернет там и Да. мир не заметит, хорошо ли ты плохо. Мгм. Вот, поэтому все, что касается творчества, да, какое бы ни было, его нужно систематизировать и делать его постоянно. И, конечно же, иметь понимание в голове, какая конечная цель. Это то, что я все время на своем YouTube-канале говорю. А если у человека нет цели, то он никуда не идет, он понимает, куда он двигается. Конечная цель– это не только то, что делает стратегическим путь более выгодным, знаешь, и понятным, потому что ты, ну, как бы делаешь, да, точка А, точка Б, но также это дает тебе постоянно вдохновение, а это важно для твоей системы, там, поощрения, как дофамин, серотонин вырабатывается. Если ты никак не мотивируешь себя вот этими образами из головы, то это может вообще не работать. Одна как бы, запись на бумаге не помогает, нужно постоянно жить в этом процессе. Мгм. И поэтому здесь важно сделать и сознательные стратегия, и подсознательный путь в виде какой-то мотивации, какого-то образа. Ну вот. И да, выработать стратегию, стараться по ней двигаться, вдохновляться, делать паузы, анализировать, возвращаться, либо двигаться дальше. Мгм. Да, спасибо большое за свое видение. Все-таки мы все равно приходим к тому, что каждый человек для себя должен сам определять, чем он хочет заниматься и как двигаться. Даже вот послушав Арсения, человека с опытом, либо вот меня, да, если у вас есть противоположный взгляд на ситуацию, не слушайте людей, не нужно их слушать на 100%, кто обладает опытом, а действовать именно так, как велит сердце. Потому как есть примеры, которые есть примеры людей, которые также приезжали и действовали совершенно не по накатанной, и, наверное, это и приводило их к определенному успеху. Ну, то есть они не стали ждать там определенного рода документов, к примеру. Вот, начну снимать, когда у меня появится легальный статус, и так далее, и так далее. И то есть ты откладываешь вот эту свою, можно сказать, американскую мечту в долгий ящик, ты занимаешься не тем, что тебе нравится, и по итогу перегораешь. Как бы много таких историй было, поэтому нужно слушать себя в первую очередь. Вот много людей, которые сейчас будут приезжать, которые приезжают, они все равно не открывают различного рода LLC, да, свои компании. Так или иначе, это будет в условно серой зоне находиться. По твоему мнению, как много людей, клиентов, они соглашаются работать за кэш, не заключая договор с фирмой и так далее? Вот что ты видел, что можешь рассказать? Очень хороший вопрос, поскольку это предполагает профессиональный подход в работе с клиентами. И тем не менее, за вот эти вот несколько лет, когда я работаю Мгм. с американцами меня никто ни разу не спросил, либо какие у меня документы, либо есть ли у меня разрешение, либо есть ли у меня LLC. Никто никогда об этом не спрашивает. Но при этом важно понимать, что когда вы работаете в найме, допустим, вам присылают форму, да, насколько я помню, W9, кажется, так она называется, где просто нужно писать свой Social Security. Это означает, что вы налогоплательщик. Мгм. Для чего это делается? Для того, что человек, который вас нанимает, он списал бы эти налоги как LLC, как компания, да, как корпорация. И бывают такие случаи, но они довольно редки. Если это не какой-то супер официальный, строгий продакшн, где все по документам расписано, где четкая система и Мгм. там большие бюджеты, тогда да, это встречается. Но все, что касается начального этапа, я бы сказал, что очень много клиентов вполне хорошо работают на кэш. Я не очень люблю работать на кэш, потому что я теперь без депозитов не работаю. То есть я трачу свое дополнительное время. Но, с другой стороны, кэш, понятное дело, приятно какие-то мелкие деньги на руках, они там не всегда просвечиваются, да, иногда их сложно как бы скрыть либо не скрыть, если кто-то хочет как бы списать свои налоги. Но можно списать довольно большую сумму.
То есть лично у меня LLC на данный момент нету, я не регистрирую как корпорацию, как фирму, только потому что я не вижу сейчас смысла никакого в этом. Я также вполне нормально списываю свои налоги, да, потому что каждый EasyProud, каждая миля, каждый там вообще наемный сотрудник даже, кто живет outside of the USA, даже можно это списать как свои расходы с бизнеса. Тем не менее, бизнес выгоден, потому что если вдруг случаются какие-то такие супер курьезные какие-то нелепые ситуации, и там кто-то подает в суд, то компания может разориться, но ты не разоришься, ты можешь остаться со своими финансами в банке, сохранишь свое здоровье. Да, ну, до такого, к счастью, не доходит, надеюсь, что не дойдет, но в будущем я планирую, конечно, открывать уже фирму, когда это станет, наверное, более приземленно, когда я урегулирую некоторые процессы. Вот. На данный момент я стараюсь работать с инвойсами, в котором прописано точно там дата съемки, бюджет, система, допустим, депозита 70 либо 50%, точно там какие-то положения двух сторон. И также у меня есть несколько контрактов, допустим, которые для модели, для фотографов, то есть то, что я прошу подписывать. Часто бывает воровство футажей, да, какие-то такие моменты, либо просто обезопасить свою сторону. Иногда оператор хочет работать напрямую с клиентом, когда ты его нанимаешь, начинаешь задумываться, зачем платить еще посреднику. И когда, знаешь, к примеру, работа идет в другом штате, я, допустим, в Лос-Анджелесе, кто-то в Майами или в Нью-Йорке, то у клиента может возникнуть вопрос, зачем платить еще посреднику видеопродакшена, когда можно работать напрямую с оператором. И чтобы в таких ситуациях не было, нужно всегда работать со своей командой максимально сильно и делать упор именно на свой продакшн, на то, с кем ты работаешь. Потому что клиенты, они приходят и уходят. И тебе не нужно ссориться с тем человеком, с которым ты работаешь, с фотографом, с оператором, там, неважно с кем, работать вместе, зарабатывать деньги, херачить, да, в Америке как можно больше. А клиенты, они приходят и уходят, поэтому я делаю на это упор. Упор на команду получается. Слушай, ну тогда у меня вопрос, он немножко, не сходится. Я изучал, можно сказать, даже поверхностно, судя по тому, что ты говоришь, если у меня возникают вопросы. Как мне, вот я человек, который приехал, захотел заняться фотосъемкой, не открывая LLC, заниматься тем, чем занимаешься ты сейчас? Опять же, насколько у тебя позволяет твоя совесть, если у человека есть все документы, разрешение на работу, social security, то он может этим заниматься абсолютно чисто. Если у человека этого ничего нет, то понятное дело, что тут вопрос лично каждого человека. Я не хочу тут быть каким-то посредником, чтобы кого-то приманить на такую плохую сторону, там, не платить налоги и так далее. По американскому законодательству ты не можешь работать, если нет документов. Фактически мы видим, что все работают, и кто-то здесь живет по 15-20 лет, не имея документов и ID, не платит налоги. Поэтому тут дело каждого человека. Да. Я тут не специалист, вот, что касается таких вот вопросов. Но, например, у меня был клиент, который тоже открывал мувинговую компанию, и он боялся, допустим, светить своим лицом, потому что у него не было, по-моему, даже разрешения на работу, и у него не было лицензии для мувинговой компании, там какой-то особый вид лицензии нужно. И мы нашли решение, что он просто, допустим, хочет не показывать свое лицо, а как просто какой-то вид услуги показать, там, машинка вместо его лица и какое-то абстрактное имя. И он также продолжит зарабатывать. И достаточно иногда сделать какую-то страничку в Инстаграм, добавить любое имя, как продакшн, да, если кто-то боится, допустим, показывать свое лицо, потому что даже кому-то это выгодно. У меня есть продакшн-компания, через которую идут заказы, и там нет моего лица вообще. Я это делаю не потому, что я хочу скрыть, да, что-то, а потому что мне, нравится вести как продакшн-компанию, у меня есть еще моя личная страничка. И все, клиенты идут, можно работать с ними на кэш, можно работать. То есть, опять же, как кому угодно. Вот. Понятное дело, тут личное дело каждого человека. Вот твои странички в Инстаграме я видел, и личную, и твоего бренда, именно продакшена. Обязательно размещу его в описании под видео. У меня вопрос. Является ли страничка в Инстаграме твоего продакшена основной площадкой, вот назовем это так, либо у вас есть сайт, где базируется портфолио, да, назовем это так, куда вы отправляете своих клиентов, которые к вам обращаются впервые?
Да, 90% моего трафика идет через Инстаграм сейчас. У меня есть сайт, который находится в разработке, он не опубликован, и за то время, пока он разрабатывается, я пока не понял, нужен ли он действительно или нет. Потому что все, что касается, например, привлечения клиентов дополнительных, это идет через Инстаграм, либо через Facebook, либо сарафанное радио. Мгм. Наверное, чтобы профессиональным казаться, конечно, стоит сделать какую-то страничку ну, на сайте, да, как-то показать свое портфолио. Но, как правило, меня редко спрашивали вот нашего продакшна какое-то портфолио, либо если спрашивали, то это просто ссылки на YouTube, потому что я стараюсь максимально упростить процесс коммуникации с клиентом. То Мгм. есть не перегонять его с одной платформы на другую, и если бы перегоняю, то что-то максимально простое, где загрузка будет быстрая, потому что вот этот момент принятия решения может очень быстро оборваться. Мгм. Клиент может, знаешь, что ему ссылки, у него они не прогружаются, он просто свайпает и переписывается с другим человеком. И здесь очень важно быстро все максимально делать. Но, говоря, конечно, об идеальной схеме, нужно постить как можно больше с разных аккаунтов, в плане, что там и TikTok, да, Instagram, допустим, Facebook. TikTok я не пощу, но я делаю Facebook и Instagram, вот, и делаю много Instagram, допустим. Так что вот YouTube, Instagram, я сказал, основная часть, и плюс еще Facebook, да, подключается. Мгм. Ну, то есть это получается, в то время это и основные платформы для привлечения новых клиентов. То есть если мы говорим о какой-то рекламе, они проходят через вышеупомянутые платформы. Инстаграм, Фейсбук. Да, да, абсолютно. Опять же, можно разные способы попробовать, да, источники дохода, источники, вернее, привлечения этого трафика. Но вот у меня в основном все лиды идут через Инстаграм, через Facebook, либо сарафанное радио. А, Мгм. Пока что работает, мне это нравится. Вот. В дальнейшем, если сайт буду делать, то буду стараться туда перегонять. Но я бы хотел еще сайт сделать, чтобы он приносил какую-то, ну, там, дополнительную выгоду, либо настроить аффилиарные программы какие-то, либо придумать какой-то новый продукт, чтобы это имело ценность, потому что очень много людей ищут в Инстаграме, и я могу это сказать точно, потому что кто-то приходит с маленьким бюджетом, бывают и крупные заказчики, которые находят через Инстаграм. То есть Инстаграм в Америке является такой поисковой страничкой, потому что человек, который приходит, который хочет работать с оператором или с продакшеном, ему важно работать и с человеком, как я сказал, не просто сухо, там, свадьбы, музыкальное видео, коммерция, где все разбито, а еще, чтобы видеть тебя как человека. А Инстаграм дает такую возможность, потому что ты можешь показать свой вайб, да, свою энергию, и клиент будет принять решение. Но вот касаемо социальных страничек, я не знаю, поправь меня, если я ошибаюсь. То, что я вижу в Инстаграме, если мы берем рядового американца, то, как правило, ведут они свои социальные сети достаточно посредственно и выкладывают там какие-нибудь размазанные фотографии. И правда ли, имея более-менее страничку с красивыми фотографиями и работами, ты уже будешь выглядеть профессионалом в лице рядового американца? Вот у меня просто есть такое мнение. Вот. Что ты думаешь на этот счет? Ты знаешь, я это тоже заметил, что у американцев понятие вкуса довольно сильно отличается от нашего с точки зрения визуала, да. Мы Мгм. привыкли к тому, что наши русскоязычные блогеры, вот этот сторитейлинг бесконечный в сторис, супер красиво оформленные профили, это, да, наше вот все, что мира касается, это вот мы в этом очень сильно преуспели. В Америке такого нету. В Америке даже какой-нибудь крутой миллионер, у которого куча всего, он просто бомбит, знаешь, он просто снимает селфи, выкладывает это все в размазанном режиме, и все окей. Но все, что касается услуги или продукта визуального, да, это нужно, конечно, если мы говорим о качестве видео, а если мы говорим о видеопродакшне, нужно, соответственно, выкладывать самые лучшие свои шоты, максимально скриншоты, видео, Мгм. бэкстейдж, чтобы он был представленный. И мне больше нравится как бы не агрессивный формат, а такой стильный, но при этом я бы не сказал, что я очень сильно слежу за стилем. То есть я стараюсь просто какие-то работы выкладывать время от времени, но Мгм. я не делаю очень много упора на вот оформление страницы, потому что как-то, мне кажется, человек так как бы видит, он заходит на видео, листает, и да, и все окей. То есть мне не нужно продавать свою страничку в Инстаграме только чтобы забронировать клиента. Мгм. Я не упаковщик, да, мы как бы можем это сделать, но вот судя по тому, что происходит в Америке, здесь меньше к этому спроса, в том числе и на сторис. Тут сторис не очень часто выставляют, как у нас, поэтому на сторис тоже нет упора.
Ну, плюс ты еще не становишься заложником какого-то определенного стиля, стилистики. Это большой плюс. Дает тебе пространство для вариантов. Да, конечно, можно всегда кого-то скопировать, ориентироваться на кого-то. Есть интересная книга «Воруй художник». Не помню, кто автор, но суть такая, что нужно копировать чей-то стиль до тех пор, пока ты не найдешь свой. Мгм. Абсолютно поддерживаю эту теорию. Если никогда как не держал камеру, но хочу научиться снимать, как я могу научиться? Да, либо сам начать, либо кого-то повторять. Кого-то повторяешь, копируешь быстрее. И даже если ты копируешь стиль визуального оформления в Инстаграме, Мгм. да, постепенно приходишь к своему, и потом понимаешь, что работает, что нет. То есть это не так, что один раз, знаешь, когда-то очень сильно сделал, Мгм. highlights, там, аватарка, написал, и все, забыл. Нет, это как бы такая работа, можно что-то менять в качестве ребрендинга какого-то, развлекать клиентов. Ты приходишь в магазин, например, и там, где раньше лежал хлеб и яйца, сейчас они почему-то в другой стороне лежат, да, это чтобы покупатель не привыкал, и он просто ходил в другую часть магазина и параллельно уже брал новые продукты. Поэтому вот эти вот менеджера или кто там это делает в магазинах, они постоянно все перетаскивают. И то же самое с социальные сети. Нужно как-то удивлять клиента, если он постоянно заходит на страницу, нужно что-то периодически добавлять, убирать, либо какие-то акции добавлять, к примеру. Вот, и тогда, ну, напоминайте о себе больше, и будет больше шанс, да, что заметят, и что можно будет продать услугу какую-то или товар. Мне нравится, как ты параллели проводишь с хлебом и социальными сетями. Это достаточно интересное сравнение. Слушай, Арсений, ты столько всего рассказал касаемо того, чем ты занимаешься, что ты руководишь продакшеном, ты ходишь в спортзал, ведешь, получается, сколько у тебя в общей сложности каналов? Два? А, Русскоязычный, американский, есть еще ну, параллельный, который я развиваю как просто сторонний бизнес, пока что так на низком старте, на низкой волне, да, стараюсь побольше делать сейчас. Плюс ты контролируешь все процессы, нанимаешь людей, ищешь локации. Вопрос, откуда у тебя столько энергии? Как ты можешь ответить себе на этот вопрос? Потому что в глазах рядового человека ты будешь просто сын маминой подруги, который все успевает, еще книги читает и в зал ходит. В чем секрет? Расскажи, пожалуйста, на твой взгляд. Секрет такой, что социальные сети делают все за меня. Это образ определенный, который Мгм. создается социальными сетьми. Знаешь, пообщавшись со мной или там ну, какое-то там время, неделю, да, месяц, ты поймешь, что на самом деле, может быть, и не так много времени на это уходит. Но, на мой взгляд, если иметь определенную стратегию, иметь определенную систему, то можно настроить любые процессы. Какие-то вещи требуют моего постоянного контроля. Например, когда я закрываю проекты, мне нужно общаться с монтажерами, нужно получить материал, пообщаться с клиентами. Здесь мне нужно быть постоянно в фокусе, в ресурсе. Все, что касается YouTube, я научился уже, к счастью, делегировать это, там, монтажа, да, или какие-то такие процессы. В будущем хочу это более еще делегировать, потому что я очень сильно себя разгружаю, когда я не монтирую. У меня монтаж занимает большое количество времени, и я заканчиваюсь просто физически. Вот. Но когда ты начинаешь работать с новыми людьми, конечно, такой возникает вопрос, насколько они хорошее качество сделают. Я давно понял, что я не хочу быть перфекционистом, мне не нужно, чтобы было все супер идеально. Я, наверное, сейчас больше думаю о количестве, чем о качестве, потому что на данный момент у меня такая система, чтобы посеять больше семян. И в быстро меняющемся мире, в полной конкуренции важно как бы с многих углов сделать. Но все, что касается вообще мотивации и то, что мной движет, я бы сказал, что мне просто хочется делать много вещей, быть замеченным, пускай это висит мое эго в том числе, но я просто не вижу другого смысла, кроме как поддержания какого-то работоспособности и какого-то продукта. То есть люди делятся, по сути, на два этапа. Те, которые поглощают, те, которые создают. Я люблю поглощать, я люблю смотреть контент, подобно тому, что мы сейчас делаем. Но мы делаем сейчас контент, это может быть полезнее. И мне нравится давать больше, чем иногда получать. Мгм. И поэтому я всегда думал о том, там, знаешь, я был на Бали, допустим, месяц в рамках моего юго-восточного этого путешествия по Азии. Я за месяц с ума сошел. Если бы у меня там не было камеры, блога, фотографий, я бы там с ума сошел. Это я Ну, понимаю. там просвещенные люди, понятное дело, они грибочки едят, ходят на закат,
Как бы это весело, да, все поделать какое-то время, но сколько нужно еще, можно отдыхать. Ну, как бы можно жить на минималках, да, вот там минимальные деньги получать, минимально как-то образ жизни вести. Я тоже так научился выживать, научился быть бедным, благодаря тому, что, да, эта жизнь так как-то распорядилась тем, что я имел. Но теперь я думаю по-другому. Теперь я думаю как бы разрастись, как бы сделать еще больше. И, на мой взгляд, знаешь, то, что ты оставишь после себя, это очень важно. Как Мгм. бы все пропадает, мир материалистичный, он пропадает. Да, как бы, что бы ты ни сделал, оно все забывается, там имена остаются только. Мы даже уже половину имен не помним, которые там были 100 лет назад, 80-50 лет назад, потому что мир все забывает. И поэтому, конечно, это смешно говорить, что я там делаю YouTube и там думаю о последствиях, да, там, то, что я ставлю. Но постепенно, знаешь, я начинаю как бы развиваться, трансформироваться и все больше и больше, допустим, делать. И сейчас я стараюсь просто как бы понять, куда я двигаюсь, и делать это максимально качественно. И впоследствии, да, делать. И, кстати, самый главный упор вот насчет социальных сетей, это очень интересная мысль, мне кажется. Подписчики сейчас это просто, по сути, валюта. Это то, что дает тебе большой результат. Если у тебя есть внимание людей, у тебя есть все. Я думаю, так, да. Да, да, пожалуй, да. Сейчас люди смотрят, пожалуй, на количество твоих подписчиков, нежели на качество продукта. В первую очередь обращают внимание, скажем так. Тут я с тобой согласен. Очень важная мысль, что ты сказал, что не только брать, но и отдавать что-то этому миру. Я тоже к этому прихожу, и у каждого в разной форме это проявляется. Вот у тебя это различного рода, я так понимаю, инфопродукт, ты сейчас делаешь упор именно на свой YouTube-канал. И ранее ты упомянул, что тебе нужен сайт для того, чтобы запустить новый проект. Можешь поделиться, что конкретно за проект это и в каком направлении в плане творческого роста ты планируешь двигаться? Потому как ты просто человек-ракета, во всех направлениях движешься. Очень интересно, куда твой ракурс внимания прямо сейчас будет направлен. Это такой прям вопрос в душу, что называется, потому что действительно у меня как-то за последние 1,5 года очень сильно все начало меняться, куда я двигаюсь, что я хочу делать. Тут идея состоит в том, чтобы не быть блогером, не быть инстаграмером. Я не хочу себя ассоциировать с человеком, который просто занимается видео ради съемок видео, Мгм. хотя я даю им должное, что на каком-то этапе так и нужно делать. У меня вообще есть такая простая теория, если показывать в социальных сетях жизнь на Беверли-Хиллз, на Родео Драйв, Майами, показывать какие-то пляжи, дорогие отели и покупать какое-то поло в Росдресс-Фоле за $10 и показывать фейковую, роскошную жизнь, уверенно говоря, то рано или поздно ты к этому придешь. Я абсолютно в это уверен, потому что социальные сети могут привести к этому человека. Будет ли это обман? Ну, с какой-то точки зрения, да. Но это будет успех с точки зрения того, что ты был нигде и через фейковую жизнь оказался там. И моя задача стоит в том, чтобы не быть ютубером просто, да, чтобы делать контент ради контента. Нет, моя задача стоит в том, чтобы делать сверхмиссию. И, допустим, вот у меня есть американский канал, я его создал для чего? Сначала, чтобы практиковаться в английском. Да, у меня не было английского, я просто читал слух. Вот у меня здесь есть суфлер еще, как появился телефон, вот у меня здесь идет отражение, да, вот текст. Я Мгм. говорю камеру, которая ставится здесь, допустим, и таким образом я могу говорить больше вещей на английском. Что-то говорю о себя, что-то говорю через суфлер, но это помогает мне. Теперь же, знаешь, мой канал – это как визитная карточка в Америке, потому что если у тебя есть YouTube-канал, если у тебя есть социальные сети с большой аудиторией, ну, тебя действительно люди слушают. Вот я все время рассказываю эту историю. Есть два брата, Джо Пауль, да, Логан Пауль, кажется, у них фамилия Пауль. Они боксируют сейчас, раньше баранки снимали. И Мгм. старший брат, кажется, Джо Пауль, он сделал такую коллаборацию с британцем, с одним чернокожим, и получается, что они, знаешь, как это в Америке принято, нагнетали вот эту вот аудиторию, там создавали вот этот эффект, ажиотаж, сейчас мы будем драться, там боксинг туда-сюда. И, в общем, что они, по сути, сделали? Они спровоцировали американский рынок, спровоцировали британский рынок. Потом они подрались, неважно, кто из них выиграл. А после этого у них, до вот этих рынка, которые были на пике вот этой вот эмоций, они взяли, их объединили и создали продукт, какой-то прайм, просто водичку, знаешь, сладкую.
И Мгм. все, и они захватили сразу 2 рынка. Сейчас продукт есть в любом 7-Eleven, и там Walmart, да, куда бы ты ни пришел, в Америке и в Британии, наверное, где-то в Англии есть. Может быть, кто-то, кто живет там, ну, здесь или там, уже знает. И вот я про это и говорю, то что, подписчики — это твоя аудитория. Если люди за тобой идут, фалловят тебя, значит, они разделяют твои ценности. Сейчас лимит доверия к блогеру, да, либо человеку с массой, он больше, чем у какого-то политика может быть. И к мнению таких, как мы с тобой, могут прислушаться больше, чем у того человека, который в галстучке там вешает на камеру. Мгм. Вот. Поэтому я бы сказал так, что я бы хотел, что же касается моего американского мира, это показывать себя как бренда, тем, что я занимаюсь, потому что видеосъемка только одно из направлений. Я считаю, что в этой стране не хватает мускулинности определенной, мужского течения. Здесь вот этот западный мир мужественный. Мне кажется, чего-то не хватает ему. И многие из нас были выращены, допустим, там, либо без отца, либо с каким-то таким прошлым. И иногда мы вынуждены заново себя воспитывать. И я бы иногда хотел дать какой-то себе совет, вернее, хотел, чтобы мне дали совет, но по Мгм. какой-то причине я не могу спросить отца, да, к примеру. Вот, и это заставляет меня искать поиски самого себя. И мне кажется, что в этой стране вопрос мускулинности очень сильно стоит под вопросом. Вот, и я бы хотел что-то от этого числа тоже говорить и прийти до какому-то кругу, к какому-то сообществу, чтобы дать поддержку для мужского населения и как бы чтобы мужчины вместе становились сильнее, чтобы у нас не было женственности, чтобы у нас были крепкие семьи, чтобы мы были мужчинами мужественными. Вот это вот такая цель. А все, что касается, допустим, русскоязычных тем, я также понимаю, что это тоже личный бренд. Сейчас я делаю упор на обучение на фрилансе, на заработке по YouTube и параллельно показываю какую-то свою американскую жизнь, потому что многим людям это до сих пор интересно. Вот. Я как понимаю, у тебя тоже, судя по каналу, да, люди не перестают интересоваться обычными вопросами обычной жизни, иммиграцией, там, расценками и так далее. Да, просят даже просто показать, покажите улицу, на которой вы живете. Ну, то есть такие вот, казалось бы, для нас вопросы уже настолько... Мы перестаем на это обращать внимание после того, как приезжаем. А многим людям это действительно интересно, такие даже вот обыденные вещи. Да, согласен. Слушай, спасибо тебе огромное, Арсений, за интервью. Ты просто кладезь мега интересной и полезной информации. И напоследок, можешь ли ты дать совет тем людям творческого направления, которые сейчас будут сюда ехать, да и вообще просто в целом молодому поколению для того, чтобы максимально быстро себя реализовать? Вот если бы ты, что бы ты сказал самому себе, если бы ты сейчас ехал? Важные нюансы и советы. База. Очень интересный вопрос, что вы себе сказал. А, Разработать систему, по которой будете двигаться, не слушайте вообще никого, да, какая-то своя система, в которую вы будете верить, я бы вот так вот сказал. Безусловно, прокачивайте себя в общении с людьми, в понимании английского, если касается Америки, и в прокачке своего профессионального скилла, потому что мы очень много времени тратим на то, что не приносит пользы, хотя мы хотим, чтобы это приносило пользы. Мы очень много времени посвящаем тому, что, возможно, никогда не окупится. Конечно, мы об этом не узнаем, если не попробуем. И поэтому, если кто-то из нас смотрит, и он до сих пор не понимает, чем он хочет заниматься, но он точно хочет что-то как-то посвятить, да, какую-то революцию сделать в творчестве, какой-то продукт сделать, то нужно пробовать одно и другое. Да, переключаясь. И это не пошло, другое. Кстати, вот такой быстрый example, пример. 14 февраля у нас был, и Мгм. я подумал, блин, это же День Святого Валентина. Да, я понял, я смотрел, да-да-да, расскажи, пожалуйста. Я просто быстренько все рассчитал. Вот мы там со знакомым поехали в даунтаун, я закупился цветами этими, 5 боксов, договорился о классных ценах, просчитал, собирали вот эти букеты, просто потратил кучу времени, разругались там все, потому что такие эмоции дичайшие. И, в общем, этот опыт принес мне очень много положительных эмоций. Я понимаю, что это был краткосрочный проект, но это был чисто бизнес. Я закупился, раскидал везде объявления, Телеграм, Инстаграм, Фейсбук, там, ВКонтакте, вообще везде. И меня выручали люди, и я после этого столько откликов получал, столько вообще положительного фидбэка, что они такие, вау, я так хотел давно это делать, вот у меня жена там флористикой занимается, и ты ее сейчас переплюнул. Я подумал, блин, ну как так? То есть
Я бы цветами вряд ли стал заниматься, хотя мне это сейчас понравилось, почему нет. У меня, кстати, есть интервью с артистом, кому интересно. Вот она интересно об этом рассказывает, как в Лос-Анджелесе это устроено. Вот. И было бы круто, знаешь, один проект, второй, третий, четвертый, пятый, и до тех пор не поймете, что вы хотите делать. Это важно. Потому что многие люди, знаешь, к сожалению, не останавливаются. Начинают что-то одно делать, потом заканчивают. И, типа, нужно постоянно расти. То есть, если какая-то неудача случается, ну, как бы, it's okay. Хотя, опять же, думаю, мне сейчас 30 лет, думаю, там, все самое лучшее сзади. Хотя нет, самое лучшее все впереди. Нужно вот всегда куда-то туда стремиться, вот в уголочек вот сюда вот, все время туда бежать. Мне кажется, в этом смысл. В постоянном развитии, вот, так что, да. Надеюсь, что это видео понравится людям, что ты делаешь, это круто. Ты потому что, ну, объединяешь таланты, да, как мы в одном месте, в каком-то формате, и в формате именно интервью. Не какого-то, знаешь, там, фейкового времяпровождения, а именно интервью. Люди видят наше живое общение, извлекают очень много полезного, поэтому супер. Спасибо за эту возможность. Да, тебе тоже, Арсений, большое спасибо. Я не заметил, как пролетели эти 2 часа. Очень много полезной информации. Многие твои мысли, о которых ты говоришь, перекликаются с моими. И я уверен, те люди, которые будут нас смотреть, они тоже найдут что-то полезное. Как по технической части, как и становление себя. Это мега полезная информация. Спасибо тебе огромное, что уделил время, поделился. Супер, спасибо тебе. Хотел только напомнить, что кому-то, если интересно заниматься саморазвитием, мышлением, либо заработком на YouTube, это то, что я сейчас делаю, готовлю программу-курс, который будет помогать людям зарабатывать в своих скиллах. И я знаю, что многие люди хотят с YouTube, но они боятся. Для меня же YouTube – это очень большие возможности по количеству клиентов, которые я получаю оттуда, косвенных, прямых, кто-то из России с моря прилетает сюда. И, в общем, личный бренд сейчас это то, что нужно делать. Поэтому, если кому-то интересно, буду рад видеть людей на своем канале. Вот, и надеюсь, что тебе самому будет интересно. Может быть, и ты что-то почерпнешь у меня на этих выпусках. Я много делюсь фидбэком каким-то и каким-то такой behind the camera, знаешь, позади процесса всего. Да, безусловно. Ребят, обязательно подписывайтесь на канал Арсения, потому как многие вещи, о которых мы сегодня говорили в плане творческого роста, личностного, заработка денег, вот как раз-таки об этом всем Арсений часто рассказывает в своих выпусках. Поэтому обязательно переходите на канал и подписывайтесь. Окей, супер, спасибо большое. Все, спасибо тебе огромное. Да, Всё. так что Пока-пока. Да, Все, справились, дружище. ну, слушай, прикольно, мне понравилось.